Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, постоянных зрителей. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за поддержку. Новички, не забывайте заглядывать в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Уже изделия появились на канале, связанные крючком. Смотрите, что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Я сегодня к вам вот с такими ниточками и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с такими ниточками, знакомьтесь, потому что постоянные зрители, мастера уже знают эти ниточки. Итак, называются они Alize, Angora Gold и, смотрите, дополнение Simli, значит, блестящие. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. Это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, как переливается ниточка такая нарядная, праздничная. Нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Здесь все то же самое. Итак, цвет на камеру передается, в принципе, такой, как он есть на самом деле. Здесь цвет у нас 114. Кому понравился, запоминайте, записывайте. Ну и белые ниточки, все то же самое. Тут получается цвет у нас вот 55. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Не обязательно повторять за мной. Можете и как у меня, можете как у вас, какая ниточка есть, летняя, демисезонная, зимняя. Самое главное, правильно подберите крючок под вашу плотность вязания. Все узорчики универсальные. Вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она отличного качества, разноцветная, читабельная. Кто умеет вязать по схемкам, вяжите самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом смотрите обязательно на схемку. Провязали элемент, посмотрели, как он обозначается. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Постепенно вы научитесь работать с любыми схемками и будете плавать как рыба в воде. Итак, для начала смотрим на раппорт узорчика. У нас 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33. Вы набираете столько, сколько вам необходимо. Для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как у многих узорчиках, мы с новичками провяжем вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Опытные мастера могут приступать к узорчику сразу же, да, а новички, вы можете запутаться в петельках. Поэтому рекомендую, провяжите столбики, и в столбиках вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. Продолжаем по порядку. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете, провязываете каждую петельку цепочки столбиком с накидом, сами себя контролируйте. Не пропустите петельку, не провяжите в одну петельку 2 столбика. Считаем. Получается, сколько петелек, столько и столбиков. У меня 33 воздушные петельки, значит, у меня получится 33 столбика с накидом. Поняли, да? У вас больше, меньше, то есть вы контролируете свою цепочку, свои столбики. Смотрите, будьте внимательны. Первые 3 петельки подъема – это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Это несложно, у вас получится. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Я буду продолжать тем же цветом, той же ниточкой. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. И сюда же верхушку вот нашего предыдущего столбика провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки. 1, 2.
пропускаем 2 столбика, 1, 2, в третий провязываем столбик без накида. Воздушная петелька, пропускаем 1 столбик и в следующий столбик нырнули и опять провязали столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки, 1, 2, накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий столбик провязываем столбик с накидом. Теперь смотрите внимательно, делаем 1 воздушную петельку и сюда же возвращаемся и провязываем еще 1 столбик с накидом. Вот такая вот рогаточка получилась. Мы начали тоже с рогаточки, но у нас как бы она без воздушной петельки, поняли, да? Дальше будет повторение. Опять 2 воздушные петельки, 2 столбика пропустили, 1, 2, в третий столбик без накида, 1 воздушная петелька, столбик пропускаем и в следующий опять столбик без накида, 2 воздушные петельки, пропускаем 2 столбика, 1, 2 и в третий столбик провязываем столбик с накидом, воздушная петелька и вернулись сюда же столбик с накидом. Опять вот такая вот рогаточка. Все, несложно. Вот таким образом вы шагаете до конца ряда. Повторяете 2 воздушные петельки, столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида, 2 воздушные петельки и опять рогаточка, состоящая столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. Схемка перед вами. Я думаю, что совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Я вам покажу, как мы заканчиваем ряд. Итак, вот получается у нас столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки, 1, 2. Пропускаем 2 столбика, 1, 2. И вот там, где у нас были 3 петельки подъема, имитация столбика, в третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом 1, и тут же без воздушной петельки накид и сюда же второй столбик с накидом. Есть. Теперь смотрите, что я делаю. Воздушную петельку, подтягиваю ниточку и оставляю этот краешек, перебираюсь на начало нашего ряда. Вот сюда. Здесь я буду присоединять новый цвет. Чтобы мы с вами не отрезали, да, чтобы не было много кончиков, мы будем так вот с вами поступать. Начинаем ряд сначала, доходим до конца и переключаемся опять на голубую ниточку. Понятно? Но вы сейчас все увидите, все поймете. Итак, я беру новый цвет. Если вы вяжете тем же самым цветом одним, да, то вы просто продолжаете вязание без заморочек. Я беру новую ниточку. Смотрите. Вначале, получается, я ввожу крючок там, где у нас были 3 петельки подъема. В третью петельку аккуратненько ныряю. Захватываю ниточку. И здесь я, смотрите, делаю точно так же, как мы делаем со всеми нашими первыми петельками. Прокрут и зафиксировала. Есть. И вот теперь я уже эту петельку протягиваю через вот наши 3 петельки подъема. И обязательно нужно ее зафиксировать. 1, воздушная петелька. Теперь смотрим по узорчику. У нас здесь, получается, идет столбик в начале без накида. Провязываем столбик без накида. И 1 воздушная петелька. Есть. Теперь смотрите внимательно. Накид. Теперь буду работать вот с этой маленькой арочкой из 1 воздушной петельки. Я эту арочку, накид, ввела крючок, вытянула ниточку. Смотрите, провязываю, получается, 2 петельки. Стоп. Накид. Еще раз нырнула, вытянула ниточку, провязываю 2 петельки. Стоп. И теперь я, получается, все 3 петельки провязываю вместе. 1. У меня получилось 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Воздушная петелька. То же самое повторяю еще раз. Сюда же в эту маленькую арочку нырнула, вытянула ниточку, провязала 2 петельки, стоп, накид, нырнула, вытянула ниточку, провязала 2 петельки, стоп. Теперь все 3 петельки вместе. Оп, опять 2 столбика с общей верхушкой. Воздушная петелька. И третий раз точно так же. Нырнула, вытянула, провязала, стоп. Нырнула, накид, нырнула, вытянула, провязала, стоп. И вот теперь все 3 петельки вместе. У нас получился вот такой вот интересный веерочек. Здесь получается по, так скажем, 6 столбиков, да, по 2 столбика мы провязали с общей верхушкой. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Мы перепрыгиваем вот нашу арочку к следующей маленькой вот такой арочке.
и провязываем все то же самое. Накид. Нырнули в маленькую арочку, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, раз, сюда же, 2 и все вместе. Воздушная петелька, еще раз, раз, 2 и 3 петельки вместе. Воздушная петелька и третий раз. Раз, 2 и провязали. Видите, что у нас получается? Опять сделали 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Накид. Перепрыгиваем опять нашу рогатку и вот к маленькой арочке. И все то же самое. Поняли, да? И вот так вот вы шагаете, провязываете вот такие интересные веерочки до конца ряда. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот вязали, вязали, довязали до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот наш веерочек. Мы сделали одну воздушную петельку и присоединяемся. Вот у нас синий получается 2 столбика, первый, второй. Ко второму присоединяемся к верхушке и провязываем столбик без накида. Все, ряд закончен. Делаем воздушную петельку, подтягиваем петельку и оставляем белую ниточку. Переключаемся на синюю. Если вы вяжете одним цветом, то просто продолжаете вязать дальше по узорчику, по схемке и все. Итак, смотрите. Сейчас мы берем голубую ниточку, подтягиваем так, как нам удобно. И провязываем 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Накид. И вот здесь вот смотрите внимательно. Мы провязываем там, где у нас был столбик без накида беленький. Мы в него провязываем столбик с накидом. Все. Дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, 2. Переключаемся на веерочек. Первая арочка, вторая арочка. Так? Из воздушных петелек в первую столбик без накида. Воздушная петелька. И во вторую арочку столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Теперь смотрите внимательно. Накид. И опускаемся к синей рогатке. Вот наша арочка. То есть захватываем и белую, и синюю. Поняли? Синий. И провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Возвращаемся опять сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. У нас получается над рогаткой рогатка. Угу. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И опять повторяем. В первую арочку между столбиками столбик без накида. Воздушная петелька. Во вторую арочку тоже столбик без накида. То есть здесь ничего сложного, вы точно так же провязывали в самом первом ряду. Поняли? То есть мы повторяем самый первый ряд. 2 воздушные петельки и теперь рогатка. Одна особенность, что мы синей ниточкой нашей голубенькой тянемся именно к голубой рогатке. Захватываем и белую. Нырнули вот в первую арочку. Провязали столбик с накидом, воздушная петелька и опять сюда же к синей ниточке провязали еще один столбик с накидом. То есть по идее мы повторяем самый первый ряд, ничего сложного. Понятно? Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот практически до конца мы провязали. Получается, сделали 2 воздушные петельки и теперь вот наш самый первый столбик беленький, да? Мы в него ныряем и провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. То есть вообще ничего сложного. Опять воздушная петелька, чтобы она никуда не убежала. Ниточку так вот подтягиваем. А сами переключаемся к белой. То есть мы ничего не отрезаем. Мы экономим ниточку. Так? Итак, переключились на белую ниточку. Подтянули. Так, как чтобы нам было удобно. Так, сейчас мы ее вот так вот сделаем. И мы будем с вами повторять точь-в-точь наш белый ряд. То есть опять у нас будут точно такие же веерочки со столбиками. Итак, для начала у нас здесь воздушная петелька есть. Мы переключаемся на верхушку. Помните, делали 3 петельки подъема. Вот в третью петельку переключаемся. И здесь провязываем столбик без накида. Ниточку сильно не тянем, чтобы край не зажулькался. Так? То есть все у нас здесь свободно получается. Итак, получается, для начала мы делаем одну воздушную петельку. Переключаемся вот в эту вот арочку. Вот она арочка. И провязываем в нее столбик с накидом 1 не до конца. Столбик с накидом 2 не до конца. Теперь все 3 петельки вместе. Есть. Воздушная петелька. Еще раз сюда же. 1, 2. И провязали вместе. Оп.
воздушная петелька. И третий раз точно так же. В эту же арочку. Раз, два. И провязали вместе. Оп. Все, у нас получается над нашим веерочком стоит еще один веерочек. Дальше точно так же 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять пропускаем нашу рогатку, вот эту вот, да, переключаемся вот на маленькую арочку. Подтянулись и провязываем точно так же. Первый столбик, второй столбик, общая верхушка, воздушная петелька. Сюда же опять первый столбик, второй столбик, общая верхушка, воздушная петелька и опять сюда же. Первый столбик, второй столбик, общая верхушка. Поняли? Вот, видите? У нас над каждым веерочком будет веерочек. Опять 3 воздушные петельки. И все то же самое повторяете. Опять провязывайте вот над маленькой арочкой нашей. Точно так же веерочек, состоящий из столбиков. Понятно? Как вам? Я думаю, несложно, вы справитесь до конца ряда самостоятельно. У вас получится. Так, смотрите, вот вязали, 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 до конца ряда провязали. Тут у нас воздушная петелька после веерочка. И точно так же присоединяемся. Первый столбик, второй. Мы присоединяемся ко второму. Столбик у нас здесь без накида. Все. И для закрепления воздушная петелька оставляем ниточку. Опять переключаемся на голубую. Вы здесь можете, конечно, ниточки менять. У вас каждый веерочек может состоять из разного цвета, да? Либо наоборот, там, где голубая, у вас будет разных цветов, а веерочки одного цвета. То есть здесь вообще полностью на ваше усмотрение. Когда вы поймете принцип, дальше вы можете делать как хотите. Итак, опять то же самое. Получается, ниточку голубую подтягиваем, так как нам удобно. Переключаемся на нее. Делаем для начала петельки подъема. Одна у нас уже есть воздушная петелька. Значит, делаем вторую, третью. И там, где у нас был столбик без накида, вот он наш беленький, за верхушечку провязываем еще один столбик с накидом. Все, переключились. И теперь наша с вами задача повторить все то же самое, что мы провязывали голубой ниточкой. То есть вначале у нас идут 2 воздушные петельки. Первая арочка, помните, да? Столбик без накида, воздушная петелька. Вторая арочка, столбик без накида, 2 воздушные петельки. И точно так же опять опускаемся нашей голубой ниточкой, голубой рогатки. Понятно? Захватываем белую. Опустились, столбик с накидом. Воздушная петелька, опустились, столбик с накидом. 2 воздушные петельки и опять делаем столбик без накида, воздушная петелька, столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять опустились. Ну, поняли, да? Все, несложно. То есть ниточкой, в моем случае голубой, я провязываю все время одинаково один и тот же ряд, белой все время один и тот же ряд. То есть сам по себе узорчик 2 ряда, но здесь вообще ничего сложного нет. Ниточку вы не отрезаете, ниточка у вас переключается, переключается, переключается. Все, надеюсь, понятно. Схемка перед вами. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Оно уже видно, что будет симпатично. Угу. Встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я связала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Вот такая по итогу красота. Она может быть одноцветная, разноцветная, двухцветная. Узорчик, смотрите, вы можете переворачивать. Ваши веерочки могут смотреть как вверх, так и вниз. Угу. Итак, смотрите. Узорчик двусторонний. Выбираете лицевую сторону. Какая вам больше нравится, такая будет лицевая. Из моих ниточек вот так вот тянется. И вот так вот тоже тянется. В принципе, как бы, ну, есть немножко, да, тяжение такое. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Это мой образец, это моя пряжа, это моя плотность вязания, мой крючок. Вы обязательно образцы вяжите своей рукой, своей пряжей, своей плотностью вязания, своим крючком. Цифры могут отличаться, но хотя бы приблизительно показать, какой может быть размер. Итак, в моем случае это вот 14 сантиметров, ну, с половинкой. Так? И тут, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочков. И самый первый с новичками набирали 12. Узорчик получается плотненький. Так, итого 8,5 сантиметров. Узорчик несложный. Он вам обязательно понравится. Единственное, что растет он не так быстро, как хотелось бы. Но воздушных петелек много. В принципе,
вязаться будет легко и быстро. Вот такая красота. Когда переливается, так вообще что-то такое интересное, праздничное, новогоднее, да? Узорчик не новый. Если вы что-либо им уже вязали, пишите нам обязательно. Что вязали, какой пряжи, что у вас получилось. Возможно, это шарф, снуд, кардиган, кофточка, жилетка, то есть все что угодно. Не забывайте, крутите, вертите узорчик. Так? Используйте либо остатки пряжи, либо делайте одноцветным, двухцветным. В любом случае, мне кажется, узор выигрышный из любой пряжи, из любого цвета. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Это помогает продвижению моего канала. Делитесь с друзьями и подружками в соцсетях, сохраняйте в свои плейлисты и смотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.